Здравствуйте, в эфире передача «Спросите доктора Козлову». На ваши вопросы, которые вы прислали нам по интернету, отвечает Людмила Вячеславовна Козлова, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Смоленской области Людмила Вячеславовна Козлова. Людмила Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос про, видимо, нетерпеливых родителей, про нормативы владения речью. Когда начинать беспокоиться от отсутствия перехода с лепета на отдельные слова? Ну, во-первых, что я должна сказать? В отношении владения речью, первое, что когда ребенок начинает говорить, и как быстро будет переход с лепета на речь, все зависит от окружения и от того, насколько родители уделяют внимание ребенка и как они это делают. Именно, есть родители молчаливые. Это, конечно, не способствует развитию ребенка, и этот ребенок будет позже говорить. Есть, наоборот, слишком говорливые, и как бы они тоже, в общем-то, мешают развитию речи ребенка, потому что берут инициативу на себя, и бедный ребенок даже, как если бы это был чуть постарше, мы бы сказали, и слова вставить не может. И поэтому здесь разумное должно быть такое общение, и ребенок слушает, очень запоминает эти слова и потом уже осознанно начинает говорить. Вот иногда, знаете, нередко встречаешь, и родители, ведь каждому свой ребенок кажется красивее, умнее, и это правильно, иначе бы это не есть что, как проявление родительской любви. Но что бы я сказала, вот одна из мам мне говорит: Людмила Вячеславовна, вы знаете, вот в 7 месяцев он уже говорил мама, папа. Совершенно верно, мама права. Может ребенок уже в это время произносить слоги, которые могут складываться. Вот если он будет мама говорить, и получается такое ощущение, как будто он говорит мама, папа. Но это неосознанно еще. Осознанно он это скажет где-то к 11 месяцам. Вот тогда уже осознанно. Мама, глядя на маму, и именно мама скажет, а не набор вот этих слогов, которые складываются в слова. Это во-первых. Ну и поэтому самое важное, на что бы я хотела обратить внимание, общение с ребенком. Вот если с 6 месяцев, самый период, когда ребенок усваивает и когда он запоминает, это возраст с 6 месяцев до вот как раз 9 месяцев до года. И тогда, когда вам кажется, что вот он еще не понимает, а вы ему начинаете что-то давать, говорите, там, вот стакан, там, или ложка, или там вот это папа, а вот это мама, братик, он не будет еще говорить, но он уже запоминает, и быстрее начнет, когда вы спросите, где там братик, там, или по имени его назовете, он будет уже глазами поворачивать в его сторону и показывать ручкой. Но еще сам произносить не сможет. Произносить он начнет тогда, когда положено. А это, я уже сказала, где-то к году. Это в лучшем случае тогда, когда занимаются с детьми. Вопрос по детям-искусственникам. Недавно прочитал, что у детей-искусственников слабее развиваются челюсти из-за недостаточной на них нагрузки при сосании. Правда ли, что искусственнику гарантирован слабый подбородок и маленькая челюсть? Нет, это абсолютно не так. Все будет зависеть от того, во-первых, как вы кормите искусственника. Искусственника можно кормить через бутылочку с соской, можно кормить через ложечку. И, естественно, это разные подходы. Что касается маленькой челюсти, там, допустим, и сниженного сосания, это все много причин этому. И, кстати, это и пользование излишнее, вот формирование неправильного прикуса влияет и соски-пустышки, которыми зря порой родители пользуются, и бывает наследственные обусловленные эти изменения. Другое дело, что ребенок должен уже, если это грудничок, понятно, что он кормится грудью, а если это искусственник, ну, во-первых, чтобы действительно было все правильно, то вы должны своевременно вводить и переходить на
такую пищу, уже более твердую пищу. Это все определенный возраст ребенка. В каком месяце надо давать соки, в каком месяце каши, в каком месяце там овощные пюре вводить, в каком месяце мясо и так далее. И вот по сравнению с грудничками, искусственникам это все вводится чуть раньше, недаром. Это по многим критериям, от многих причин зависит. Поэтому не есть факт. И ребенка-искусственника можно так правильно растить и, естественно, кормить, что не будет не то, на что указывает мама. Что является причиной задержки роста зубов у ребенка? Насколько стоит беспокоиться о замедленном росте зубов? Первые зубки, как правило, я сказала, появляются в среднем в возрасте 6-8 месяцев. И тот возраст, в котором должны появляться зубки, он определяется, на него влияет много факторов. Это и питание матери во время беременности, это дальше питание кормящей матери, далее нахождение ребенка на виде вскармливания, то есть искусственное вскармливание или естественное, или грудное, как мы его называем, и наследственность тоже имеет значение. Поэтому не стоит волноваться, если до 9 месяцев зубки не прорезались. Бывает так, что в 6 месяцев появились первые зубы, а потом году вообще должно быть 8 зубов, но у некоторых даже после года только 8 появляются. А у тех, у кого наоборот появились первые зубки, там 8 месяцев, и даже в 9 у них году нормальное число зубов. Такое тоже бывает. Поэтому если у ребенка до 9 месяцев не появились первые зубы, чтобы излишне не волноваться, вы задайте вопрос педиатру, и он посоветует сразу, либо объяснит вам, потому что он видит ребенка, что ничего страшного нет, либо он сам посоветует обратиться к стоматологу.